Счастье, счастье, счастье посылаю вам. Летит вот в такой красивой форме. А формула этого счастья – стержень, сила духа, позитив и философия жизни. Когда ты крепко держишься за эту формулу, несмотря ни на что, ты совсем можешь справиться. Вот такое счастье мы с вами запускаем. Летит весь 23-й год. Ну а вижу Розану, слышу такие слова. Тоже такой же посылаю счастливый лайк. Спасибо. Итак, смотрим чудесный, прекрасный май месяц для гордости гороскопа. Для вас, Козероги. Ну что, есть много радостных событий, о которых мы с вами сейчас будем говорить. Событий астрологических достаточно в этом месяце. Событий много, с планеты между собой двигаются, аспекты друг к другу делают, меняют положение. То есть происходит очень большое движение. И такое значимое, которое мы с вами будем наблюдать. Много планет собралось в знаке зодиака. Телец в земном, в устойчивом, в знаке, где ты договариваться можешь, ты решать можешь, но очень все балансируешь, выстраиваешь все в гармонию. Но все как-то так солидно, серьезно, капитально. Вот такой большой стелиум собрался здесь. Как это работает для моих любимых козерогов? Как работает для вас, мои хорошие? А для вас работает великолепно. У вас все эти события, все эти перестановки происходят в секторе счастья, радости, удовольствия, наслаждения, вкуса жизни, в 5-м секторе. Да. Посмотрите, что происходит. А происходит такое же скопление, так как это скопление стелиум планет собрался в Тельце, этот стелиум планет, то есть по тому сектору, по которому происходит, он точно так же отражается на вас. То есть стоит у вас тоже очень сильно вот этот сектор радости, удовольствия, счастья, наслаждения, сектор большого позитива. Ну, давайте будем смотреть все по порядку. И, конечно же, начнем только с вашего управителя. Всегда начинаем, где находится мой управитель. Ваш управитель сделал транзит в знак зодиака Рыбы. Ну, как здесь Сатурну? Да, он здесь совсем не хозяин, но хочет быть там, хочет быть. А что в водной стихии? Как ты можешь собрать воду, в какие-то рамки? Да, ты можешь загнать ее в какой-то сосуд, сделая эту рамку, но все равно движения никакого не будет. А рыбки – это движение воды. Поэтому, конечно, здесь Сатурну при таком положении, здесь Сатурн действует все равно по правилам рыбы. То есть, да, я тебя соберу в кучу, я тебя сконцентрирую, но и действуй ты вольно. Воля все равно, вода должна течь. Она не может застояться на месте. Это уже и запах пойдет, если вода сконцентрирована на одном месте. И Сатурн это очень прекрасно чувствует, поэтому делает великолепные в этом месяце аспекты и делает чудесные секстили, делает к Меркурию. То есть, что такое Меркурий? Мы с вами знаем, Меркурий – это мысли, это информация, это коммуникация. Мысли у нас откуда? С головы. Сатурн кто? Сатурн – голова. То есть Козероги что? Голова. И вот Меркурий делает очень хороший именно секстили, находясь в знаке зодиака, сам Сатурн в рыбках, а Меркурий в Тельце, в земном знаке. А следующее сделает Солнцем. И что еще у нас, где у нас еще замешан ваш Сатурн, ваш управитель? С Венерой. Прекрасный секстиль делает с Венерой. Ну, просто великолепно. Вот так
Вот так работает ваш управитель. То есть, отталкиваясь от этого, вы можете смело рассчитывать на то, что месяц удачный, месяц принесет во многих ваших делах успех, удовольствие, радость принесет. Солнце. Солнце находится до 25 мая, Солнце находится в знаке зодиака Телец. Затем делает транзит в знак зодиака Близнецы, но до 21 мая находится в Тельце. И для вас это положение, еще раз говорю, в секторе, где приносит сектор удовольствия. Вот что вы не начали делать, вам нравится, у вас получается. Вы начали какие-то... Это сразу делает соединение с Меркурием, делает прекрасное соединение с Ураном. Да, Меркурий будет в ретроградности, ну и что? Где-то какие-то вещи, которые у вас в прошлом, ну что-то, да, нужно пересмотреть, какую-то документацию, какие-то пересдать тесты, возможно, там, где вы работали, подъехать туда, забрать какие-то документы или довести туда какие-то документы, а вполне может быть, выплаты, которые вам не доделали, вы можете поехать, и это полгода назад вы уволились оттуда, вам могут прислать, придите, получите, у вас есть вот такое, мы не доплатили, или мы что-то там должны были произвести с вами какие-то, и сделаете, закончите, завершите, то есть можете очень, так как это соединение, гармоничный аспект, получите очень хороший результат. Делает прекрасный, чудесный трин с Плутоном, такое Солнце. Плутон в ретроградном движении, а это опять и снова отношений, возврат каких-то отношений. Да, козероги по кирпичику строят свои отношения, и если где-то вы видите, что где-то какой-то кирпичик отвалился, вы стараетесь это подчинить, и вы долго делаете это, вы много шансов даете. И вполне может быть, что здесь могут вернуться какие-то отношения, и вы можете по новой начать эти отношения, то есть дать шанс еще раз этим отношениям. Могут финансы еще раз здесь вернуться. Финансы такого структуры министерской, государственной, властной такой структуры. Тоже в банке с чем-то пойти разобраться в банке, может вернуться какая-то оплата, проценты, которые у вас были. Вполне может быть, вы погасить уже можете какой-то кредит, который вы брали. Вот таким образом Солнце будет в этом месяце. 5 мая происходит полнолуние в знаке зодиака Скорпион. И это полнолуние заканчивается один период, завершается один период, результат, итог. Подводите какой-то этап, заканчивается, отработан он уже, это уже вам не нужно, это уже пройденный материал. Плюс происходит лунное затмение тоже в Скорпионе, лунное затмение, то есть завершается коридор, закрывается коридор затмений. А всегда, когда закрывается коридор затмений, то ты видишь свет в конце туннеля, ты видишь что-то тебя... Что-то там вот блестит, радует, что-то там свет какой-то виден. Ты чему-то одно, закрывается одна дверь и открывается абсолютно 5 других дверей. И с закрытием этого коридора затмений открываются совершенно другие энергии. 19 числа будет новолуние в знаке зодиака Телец, и это новолуние происходит у вас в этом радостном, прекрасном, чудесном, замечательном секторе. Да, стройте планы, да, можете куда-то поехать путешествовать, да, можете менять работу, да, можете поступать на учебу. Вас многие вещи будут радовать, у вас эмоциональный фон очень хорошо поднимается. Вы прилив такой энергии чувствуете вот с этим новолунием в Тельце, а там будет находиться Юпитер. Юпитер поддерживает все эти энергии, но мы сейчас дойдем до Юпитера. Следующее событие – это Меркурий. Ну вот Меркурий будет до 15-го ретроградный, потом пойдет на прямое движение, будет он находиться в Тельце, делает прекрасные секстили с вашим Сатурном, о котором мы уже с вами говорили. Дальше смотрим Венера.
Венера до 7 мая находится в Близнецах, она там красива, она там сексуально имеет шарм, ищет отношения, с кем пообщаться, поговорить, что-то пообсуждать, и она там красива, Венера. Но с 7 числа переходит в знак зодиака Рак. И здесь Венера трогательная, мягкая, ну немножечко, да, чуть-чуть обидчивая, ну даже немножечко где-то как-то капризная. И вы эти перемены будете в себе чувствовать. Просто этот процесс надо понимать. Немножечко, ну как-то хочется покапризничать. Вдруг встал, посмотришь, вроде и выспался, и отдохнул, а как-то не нравится, как выглядишь. Вот именно вот в эти спады, когда будут происходить, это от того, что в водной стихии находится Венера, красавица Венера, она такая обтекаемая, растекаемая. Вот все переживает, а вдруг я опоздаю куда-то, а Венера не любит опаздывать. Переживает, ну, может быть, как-то я что-то поправилась, потому что надела этот наряд, а оно как-то мне немножко плотно стало, и чуть-чуть как будто разочаровался. То есть вот эти периоды, которые будут у вас происходить, вот такая энергия, сразу себя в этот момент поддержать, в этот момент себя побаловать, что-то приятное себе сделать, что-то приятное себе сказать, в конце концов цветы себе купить, в конце концов, да, что-то такое, то, что, ну, вот вроде по диете нельзя, а вот такое вкусненькое, что ты любишь, дать себе эту возможность, то есть поддержать вот этот свою энергию по Венере. Следующее, Марс. Марс будет находиться тоже до 20 числа в знаке зодиака Рак, и тоже здесь энергии, вот такой энергии, чтобы она ключом била, ее недостаточно. Но она, здесь энергия очень продуманная, осознанная. Если я чувствую себя не очень, то ты иди, соответственно, ведешь себя. То есть ты отдохнешь, ты отменишь какое-то свое мероприятие, ты здесь осознанно себя ведешь, ты себя ничего не заставляешь, ты чувствуешь, что энергии недостаточно, и ты даешь себе время для восстановления. Но с 20 числа энергия меняется, Марс идет в знак зодиака Лев, а во Льве Марс красавец, а во Льве Марс это встречи, свидания, романтика. Два огня сливаются вместе, это позитив, это много позитива, счастья много, радости много. Вот такая вот энергия, которая брызжет тебе и сделает сразу какое красивое трин с Нептуном. Ну да, захочется каких-то таких эмоционального подъема, и вы его сможете ощущать. Следующее событие это Юпитер, который 16 числа сделает транзит в знак зодиака Телец. И для вас это сектор радости, удовольствия, счастья и наслаждения. Очень будете чувствовать и долго будет находиться, почти год Юпитер будет находиться у вас в этом секторе. Вы будете ощущать этот ключ энергии, вот прям как будто фонтан энергии. Вы будете психологически очень хорошо себя чувствовать, вы будете комфортно, у вас дела будут спориться. А то, что даже если и не получается, а то, что даже где-то если и не совпадает, вы будете легко с этим расставаться, легко это менять на другое, но вы будете стараться поддерживать эту вот энергию, которая ключом бьет, энергия по Юпитеру. Конечно, мудрости это не опыт, опыт это вы, это Сатурн, который много опыта проходит козероги, а здесь мудрости. Отставлять ситуацию, отпускать ситуацию, решить положительно эту ситуацию. То есть сама психологически и настроение меняется на очень большой позитив. Многие вещи, за которые вы будете браться, будут приносить вам именно удовольствие и радость. Начинайте, пробуйте, запускайте проекты, спокойно можете менять работу, спокойно можете менять место жительства. У вас большая поддержка от такого мудреца, как Юпитер. И это в самом прекрасном, чудесном секторе, это, конечно же, секторе радости, удовольствия, наслаждения и большого-большого позитива. Ну, вот такой плюс-минус месяц, который для козерогов выстраивается. Месяц где-то экономить энергию, подсобрать энергию, а где-то месяц, где она будет бить просто ключом. Поэтому получайте действительно удовольствие и радость от этого месяца. Это настроение Юпитера, которое будет находиться у вас
в течение всего года, почти до следующего 24 года, почти до следующего мая месяца у вас Юпитер будет находиться в таком чудесном, прекрасном секторе радости, позитива, удовольствия, наслаждения. Так что двери все открыты, вперед, шансов будет много, начинайте, пробуйте. И, конечно же, эту энергию позитива держите прям на острие. Всегда чувствуйте, что у меня есть поддержка от моего Юпитера, то есть от мудреца, от философа жизни. Вот эта формула, которую мы с вами в 23 год запускали, она начинает с 16 мая очень сильно на вас работать. Ну вот такой месяц. Очень рада вам была сообщить такие прекрасные положительные изменения, которые происходят в вашем знаке, и события, астрологические события, бурные, полны больших изменений, которые мы с вами будем ощущать в мае месяце. Бесконечно вас уважаю. Посылаю вам счастья, радости, удачи. И, конечно же, держите во внимании Юпитер, положительный Юпитер. Ну а вижу Розану, слышу такие слова. Тоже такой же посылаю счастливый лайк. Спасибо.